Привет, друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить тренды в дизайне интерьера. Но я не хочу, как все, обсуждать украшательства, самый модный цвет года или какие-нибудь новинки строительных материалов по типу теневого плинтуса или других безделушек с Алиэкспресс, которые выдают за дорогой дизайн. Если вам нужен не просто евроремонт в стиле минимализм, как у всех, а живой, интересный интерьер с душой, то надо смотреть гораздо глубже на совсем другие аспекты дизайна. Наш дом является отражением нашей жизни, а наша жизнь — это что-то более сложное, чем набор модных цветов или примыкание материалов. Я думаю, что все заметили, как ускоряется наша жизнь. Раньше новости были актуальны месяцами, а сейчас мы о них забываем уже через неделю. То же самое с трендами в дизайне. И поэтому надо помнить об этом и быть очень аккуратным, чтобы через год не оказаться в морально устаревшем интерьере. Тренды бывают с разным сроком жизни. И сегодня я хочу поговорить о фундаментальных, можно сказать, даже умных трендах, которые подчеркнут ваш образ жизни и будут радовать вас долгие годы в вашем интерьере. Меня зовут Сенчигов Александр, я дизайнер интерьера, и сегодня я расскажу вам о 10 важных трендах в дизайне интерьера. Slow Life. Дом чаще всего ассоциируется со спокойствием и восстановлением энергии, а скорость информации сейчас растет с геометрической прогрессией. Контент потребляется просто тоннами, и нам ни на что не хватает времени. Я, если честно, сам очень часто смотрю ролики на скорости X2. У меня постоянно друзья надо мной смеются, говорят, как ты можешь слушать голосовые сообщения с такой скоростью. Но для меня это уже совершенно нормально. Видеоролики ускоряются. Сейчас самый популярный формат — это минутные видео. Минутный формат становится самым популярным. Шортсы, рилсы, тиктоки, от сменяющихся картинок уже голова идет кругом. В ответ на эти тенденции, на самом деле уже несколько десятков лет назад, зародился тренд на замедление скорости жизни. Но это не значит, что вам нужно делать все со скоростью ленивца и зверополиса. Надо все делать с нормальной скоростью. Надо наслаждаться часами, а не считать их, делать качественнее, а не быстрее. Сейчас все помешаны на эффективности, но это может лишить вашу жизнь смысла и наслаждения этой жизни. По сути, минимализм неплохо подходит для концепции slow life, но при этом не надо все пытаться сделать идеально. И не надо заниматься конкуренцией, заглядываться на чужие интерьеры. Вы делаете квартиру для себя, а не повторяете чудо-жизнь. Деталей не должно быть много, но каждая из этих деталей должна быть ценной. В одном из роликов я рассказывал о стиле теплый минимализм, и он идеально перекликается с концепцией slow life. Если вы еще не смотрели ролик о теплом минимализме, то обязательно переходите по ссылочке. Почему-то большинство подумали, что теплый минимализм — это тупо минимализм, но в теплых тонах. Так вот, там концепция совершенно в другом. Посмотрите внимательно и еще раз подумайте над этим. Slow life — это качество, а не количество во всем. В интерьере это выражается в легкости, лаконичности и отсутствии лишних вычурных деталей. Тихая роскошь. Вы знаете, кто надевает самые броские, яркие брендовые вещи? Это те, у кого деньги появились совершенно недавно, в большом количестве, очень часто даже случайно. Они всем своим видом пытаются показать, что у них много денег. Доказать это всем. Эстетика дорогой вещи, у которой вся ценность находится на подкладке, а не снаружи, находит все больше сторонников. Этот тренд набирает актуальность в последние десятилетия. Приверженность к высокому качеству без попыток показать всем вокруг, сколько стоит эта вещь, я назвал бы даже не трендом, а просто хорошим вкусом. В сдержанном стиле брендов Loro Piana, Celine, Bottega Veneta можно увидеть сдержанную интерпретацию роскоши, чистой, высококачественной и вне времени. Интерьеры в такой стилистике очень сдержанные, лаконичные и часто похожи на дорогие отели. В отделке используются премиальные материалы без кричащих деталей. Пространство проработано и сшито из дизайнерских предметов, каждый из которых несет историю и тем самым ценность. Акцент в дизайне делается не на броских цветах и формах, а на качестве и проработке деталей. Это становится залогом долговечности, когда вещи могут переходить из поколения в поколение и связывать их между собой. Тихая роскошь сделает ваш интерьер по-настоящему вне времени. Главная идея тихой роскоши — мне не надо много, мне достаточно самого лучшего. И эта концепция, кстати, очень хорошо перекликается с идеями теплого минимализма. Биофилия и натурология. Любовь к природе — это давно известный и не теряющий актуальности тренд. И я говорю не про бабушкину рассаду в квартире или цветы у вас в парадной. Я очень сложно могу представить себе какой-нибудь модный интерьер в модном журнале, где нету растительности и живых цветов.
Тренд, конечно же, для жителей больших городов. Цена за квадратный метр жилья становится просто неподъемной и космической. Нам очень сложно становится позволить себе большие квартиры. Поэтому меня всегда очень радует, когда застройщики делают вокруг нового дома, жилого комплекса, какой-то интересный ландшафтный дизайн. Чтобы люди, которые устают в своих маленьких тесных квартирах, хотя бы радовались ландшафту вокруг своего дома. Во всем мире очень модно приносить дикую природу в города и в интерьеры. Вы можете вместо склада шин на балконе сделать там уютный зимний сад, поставить какой-нибудь цветок или даже просто тупо взять ветку на улице и поставить ее в вазу. Так природа с улицы придет в ваш интерьер. В итальянском дизайне очень модной стала мебель, похожая на садовую. Материалы должны быть натуральными и экологичными. Пробка, ротанг, дерево, натуральный лен и другие ткани, джутовые ковры. Все это будет идеально наполнять натурологический интерьер. Биофилия – это любовь ко всему живому в интерьере, а натурология – это использование натуральных материалов в дизайне. Устойчивое развитие. Один из самых главных и глобальных трендов сегодняшнего времени – это устойчивое развитие. Это такое развитие нашего общества, чтобы удовлетворялись все его потребности, но при этом мы не навредили следующим поколениям. Вы знаете фразу «после меня хоть трава не расти»? Вот это как раз об обратном. Устойчивое развитие уже давно стало лозунгом модной индустрии, и в интерьерах оно отразилось в лаконичности и деликатности интерьера. На первый план в использовании материалов и мебели выходит качество, долговечность и безопасность. Хороший продукт должен оставаться полезным дольше и при необходимости легко поддаваться ремонту. Дешевые материалы в большинстве своем очень быстро приходят в негодность, и их нужно менять. А дорогие материалы, они более качественные, служат дольше и могут нам служить на протяжении даже нескольких поколений. В мебели и материалах можно практиковать два подхода к этой концепции. Во-первых, можно покупать более дорогую мебель, дорогую и качественную. И, кстати, дорогая и качественная – это не всегда прямо пропорциональные вещи. Очень много дорогой, но некачественной продукции. Так вот, если вы покупаете по-настоящему качественную вещь, то она служит дольше, вы можете в конце концов ее ремонтировать, и таким образом цикл смены вещей замедляется. Я по себе заметил, что если я, например, покупаю излишне две пары кроссовок, то я все равно ношу только одни любимые, а вторые стоят пылятся. Так вот, правильно покупать только вещи, которые мы используем, и не размножать этот хлам у нас в интерьере. Второй подход – это покупка или реставрация винтажных или антикварных вещей. Кто, кстати, знает, в чем разница, то обязательно напишите в комментариях. Мне интересно, что вы напишете. Если старые предметы в хорошем состоянии, то они наполнят интерьер историей и глубиной. И идеально впишутся в интерьер в любой стилистике. Просто поверьте мне, это может быть как какой-то ультрамодный современный интерьер, так и классический. То есть старые предметы с историей впишутся и туда, и туда. Но об этом поговорим чуть позже. Ну и, конечно же, надо помнить об окружающей среде, о экологичных материалах и производствах. Сюда же можно отнести и энергоэффективность. Меня очень впечатлила концепция фабрики сантехники из Италии Chia, и я, если честно, до сих пор не могу понять, это какой-то маркетинговый прием, или они действительно так борются за устойчивое развитие. Например, для хранения в этой фабрике используется вертикальный склад. Таким образом, фабрика занимает меньшую площадь на территории Земли. Они используют возобновляемую энергию, то есть у них супер энергоэффективное производство. Они используют в качестве материала нержавеющую сталь, которая на 100% подлежит переработке. Но это реально тонкий лед, маркетинг и действительно забота о земле. Мне очень сложно разобраться, где правда, а где просто способ продать нам эти вещи подороже. Устойчивое развитие – это компромисс между удовлетворением собственных потребностей и заботой о последующих поколениях. Апсайклинг и ресайклинг. Важнейшей частью устойчивого развития является осознанное потребление. И когда мы о нем говорим, часто звучат два похожих термина – апсайклинг и ресайклинг. Давайте разберемся, в чем разница. Ресайклингом называется переработка старых вещей для производства новых. Я думаю, что все в детстве носили макулатуру в школу. И надеюсь, что никто из вас не носил цветной металл сдавать за деньги. Сегодня на переработку принимается пластик, ткань, стекло и даже сложные композитные материалы. Из переработанного сырья создается новый продукт. Апсайклинг – это другой способ дать старым вещам новую жизнь. Это доработка старой вещи, ее тюнинг и переосмысление ее концепции.
Я думаю, что все в детстве смотрели «Очумелые ручки», и там мой первый эксперимент, когда я взял виниловую пластинку, насмотревшись этой передачи, взял виниловую пластинку, расплавил ее и сделал из нее вазу. Вот моему восторгу было просто не было края. Это называется апсайклинг. Как с этим трендом быть в дизайне интерьера? Сейчас очень модно, очень актуально использовать предметы, сделанные из переработанного материала. Ну и, конечно же, вместо того, чтобы выкидывать старый и качественный предмет, можно переработать его, переосмыслить и дать ему новую жизнь и новый смысл. А можно специально покупать старые вещи на блошиных рынках, реставрировать их или создавать из них новые предметы для вашего интерьера. Это супер актуально и всегда смотрится очень интересно и делает ваш интерьер именно вашим и не похожим ни на один другой. Запомните, ресайклинг — это перерабатываем и производим новое, а апсайклинг — это дорабатываем и переосмысляем старое. Цвета, материалы и текстуры. Давайте все-таки спустимся на землю и поговорим о прикладных приемах. Они, конечно же, имеют вес при финальной доработке фундаментально продуманного интерьера. Конечно же, для выразительности интерьеру нужны текстуры. Они добавляют архитектурных акцентов и делают интерьер глубже. Тяжелые шторы, деревянные жалюзи, тюль из натурального льна усиливают ощущение уюта и безопасности, скрывая нас от окружающего мира. Необработанные, несовершенные материалы придадут интерьеру индивидуальности. Как никогда актуальны принципы ваби-саби. В тренде интерьеры, в которых используется массив или шпон натурального дуба и керамогранит с рисунком природных материалов, таких как камень, бетон или мрамор. Глянцевая штукатурка проигрывает матовой. Блестящие пластмассовые поверхности придают интерьеру искусственный поддельный вид, поэтому не должны использоваться. Сейчас актуальны пыльные природные цвета, а яркие акценты могут появляться в вашем интерьере только очень локально. Жилье становится концептуально похожим на безопасную пещеру, в которой при этом ощущается чистота и свобода. При этом цвета, материалы и текстуры теплые и большей своей частью светлые. Оверсайз. Это интересный, но не думаю, что долгоиграющий тренд. Я сам помню, как носил какие-то приталенные рубашки, пиджаки, и как постепенно это стало сменяться на одежду большого размера. И если посмотреть на индустрию моды, подиумной моды, там модели ходили вообще в каких-то мешках гигантских. Конечно же, в жизни эти все тренды, они более аккуратно и тактично используются. Постепенно мода на оверсайз с подиумов и с уличной одежды перебралась и в наши интерьеры. Так, в интерьере можно, например, использовать какой-нибудь огромный светильник или обои с крупным рисунком, или любой арт-объект. Такие предметы ломают привычный масштаб интерьера и создают в нем новые смыслы. А поиск новых смыслов — это и есть главная задача дизайнера. Можно, конечно, из года в год делать одно и то же, и многие дизайн-студии этим и промышляют, но мне кажется, это очень тупиковый путь развития. Не стесняйтесь использовать предметы необычного масштаба в ваших интерьерах, но все равно, конечно же, здесь нужно чувство вкуса и чувство меры. Многофункциональность и трансформация пространства. С ростом стоимости квадратного метра жилья растет популярность тренда на многофункциональность и трансформацию пространства. Мне очень запомнилась история, когда я на одном объекте сделал какую-то слишком толстую стену, на что прораб сказал мне: «Александр, а ты знаешь, сколько стоит квадратный метр в этой квартире? Ты знаешь, сколько денег заказчика ты зарыл в эту стену?» Мне это очень запомнилось. Да, для больших премиальных квартир это не супер актуальный тренд, но когда в квартире каждый метр важен, это встает на первое место. Так появляются диваны-трансформеры, кровати с хранением, раскладные диваны и столы и многое другое. Но многофункциональность и трансформация не ограничиваются мебелью. Например, на прошлой неделе наш новый заказчик сказал, что хочет объединить 3 квартиры в одну, но при этом иметь возможность в любой момент отстыковать любую из квартир. Вот такая история. Комнаты сегодня могут объединяться с другими, разделяться зонально, менять функцию. Например, полубарный остров в квартире становится центром всей жизни. Здесь протекают совершенно разные процессы. Здесь можно готовить еду, здесь можно тусоваться с вашими друзьями.
конце концов, здесь можно работать за компьютером, то есть один предмет, но столько много в нем функций. Тренд заключается в том, что ваш интерьер должен давать вам возможность в одном помещении проживать несколько разных сценариев. Конечно же, если у вас не какой-то гигантский замок, там 100 комнат и есть отдельные кальянные, отдельный тир и отдельная комната для прислуги. Вот для квартиры это актуально. Умный дом. Умный дом за сотни тысяч долларов был всегда недостижимой мечтой и ассоциировался с будущим. И вот в это будущее мы уже пришли. Технологии очень сильно развились, и базовые функции сейчас доступны большинству. Например, удаленно со смартфона или голосом вы можете управлять светом, вы можете управлять тепловыми приборами, вы можете очищать воздух, смотреть на ваш интерьер с камер. Недавно было очень забавно, мы снимали интерьер, а заказчик уехал в другой город и удаленно через камеру помогал нам снимать его интерьер, включал свет, если у нас что-то не включалось. Мы попали в квартиру через временный код, который он нам послал по электронному замку и так далее. Это было очень забавно, особенно когда он отвернул камеру и сказал: ребята, снимайте, я не хочу вас смущать, поэтому не буду на вас смотреть. Это было очень мило, но немножко страшновато. И сейчас главный тренд — это обратная связь, когда умный дом начинает наблюдать за вами, смотреть за вашими привычками, подстраиваться под них. И, если честно, конечно же, становится местами немножко жутковато, и сразу же вспоминается сериал «Черное зеркало». Я думаю, что все, кто общался с Алисой, старались случайно ее не обидеть. Ну, так, на всякий случай, мало ли что. Я сейчас занимаюсь апгрейдом своей квартиры, добавляю постоянно в нее какие-то умные истории, и когда я все это доделаю, я обязательно сниму про это видео. Я думаю, что это будет очень интересно, потому что на самом деле вот эта автоматизация, она, очень недорого стоит. Я не говорю про какие-то глобальные там системы умного дома, у меня все очень просто, и я думаю, что это будет вам интересно. Умный дом помогает нам упростить нашу жизнь и автоматизировать многие процессы. Но главное не превратиться в тех людей, помните мультик Валли, вот тех вот толстых людей, которые ничего не могут сделать, за которых все делает искусственный интеллект. Главный тренд. Подводя итог, хочется сказать, что главный тренд — это смотреть не вокруг, а внутрь себя. При этом не забывая, кто мы и где мы живем. Создавать интерьер не в моменте, а вне времени. Готовясь к этому выпуску, я осознал, что интерьер, который сделал для себя и в котором уже какое-то время живу, полностью соответствует всем трендам, которые я сегодня перечислил. Кто еще не посмотрел обзор, обязательно переходите по ссылке. И, конечно же, я не могу не упомянуть о мебели, которую мы специально разработали для этой квартиры. Предметы бренда Тепло Концепт качественные, эстетичные и продуманные, олицетворяют теплый минимализм и все глобальные тренды, что делает их актуальными и вне времени. Если у вас есть что сказать о трендах или вы с чем-то не согласны, то обязательно пишите об этом в комментариях. На самом деле я смотрю все комментарии, серьезно, я смотрю все комментарии, стараюсь отвечать на все вопросы, поэтому обязательно не стесняйтесь и пишите комментарии. Если видео было полезным, интересным, то обязательно поддержите его лайком и, конечно же, переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. До скорых встреч, друзья, пока-пока.